Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Basic Limp. Ранг какой у него, соответственно, напишет в комментариях. Да, это очевидный байт на коммент от тебя, поэтому правильно я комментирую, ты ставишь лайк и ставишь комментарий. Все, погнали, работаем. Кто хочет попасть в данную рубрику, нормальные такие заговорочки у меня со старта, чисто. Тупо разучился разговаривать. В общем, кто хочет попасть в данную рубрику, то в комментариях будет закреплена ссылочка на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно сделать. Поэтому все соблюдайте, кидайте мне, соответственно, ссылочку, все дела, я комментирую. Только, пожалуйста, проверьте настройки записи. Не надо кидать мне записи 480p качества, не надо 720p качества кидать, и не надо мне кидать записи с 24 FPS. Это трудно и очень больно для глаз смотрибельности. Ой-ой-ой-ой, короче, вы поняли. Нормально, я так, скажем так, газанул на старте. То заговорился, то как Кличко фразочки составил. Ну, гений. Короче, трудно смотреть на это, трудно. Кровь из глаз. Серьезно, ребят, ну посмотрите запись, ну настройку посмотрите, ну уделите чуть больше, чем минуту времени. И все. Ну, вам же будет приятнее смотреть, и мне приятнее будет смотреть. Все, работаем, ребят, все, давайте. По традиции, я не смотрю каточку ни от А, ни до Я. Потому что мне будет потом неинтересно это комментировать. Будут не те живые эмоции и тому подобное. Поэтому, ребят, я вместе с вами смотрю первый раз. И что конкретно происходит в этой каточке, я не знаю. Единственное, что можем мы догадываться, точнее вы, это по превьюшке, что конкретно здесь будет и что конкретно будет происходить. И я уже в миллиардный раз говорил, ребят, сами подписчики уже жалуются. Скоро 2000 подписчиков. Осталось 15 человек. Ну проявите активность чуть-чуть. Ну давайте поднажмем, поставим лайки, комментарий от 3 слов. Огромное спасибо за поддержку. И кто не подписался, то подпишитесь. И минуточка рекламы моего телеграм-канала. Мало кто знает, что конкретно там происходит и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, что там происходит? Во-первых, я пишу там по обновлениям данной игры, пишу когда стримы. Там у нас также есть чат комьюнити и веду свой небольшой личный блог. То есть, что у меня там в жизни произошло, это, короче, это вы все прекрасно знаете и без меня. Но кто не знает, соответственно, сказал. То есть, небольшой свой личный блог, что там происходит, я как бы рассказал. Все, присоединяйтесь, не стесняйтесь, все ссылочки есть в описании под видео. А еще QR-код появляется там в середине, в конце ролика, поэтому все, присоединяемся. Так. Чекает постоянно, кто, что происходит, у кого что происходит. Пивную панду он поставил, посмотрим. Точнее, вот противник у него пивную панду поставил. Сейчас 100% там тролль придет. Если он есть, я, кстати, не обратил внимания, что по легендаркам. Сейчас обращу. Что там, есть тролль? Пятерочка. Да, есть тролль пятерочка, поэтому спокойно может, если что, тролляху вытянуть. Вытянуть тролляху будет супер омега скилл. Ну, все как мы любим. Вот. Поставил почему-то демонов в расширенном пуле, но почему-то не берет вингу. Почему? Непонятненько пока что. Непонятненько, но смотрим дальше, так сказать. Смотрим дальше. Так, шмоточки перекинул. Вингу почему-то до сих пор не покупает. А почему, пока что непонятно. Пока что не определился, почему не хочет ее покупать. Ну ладно. Тут орки, тут, ну, тут, да, тут жестко. Тут его, скорее всего, сейчас даже вынесут. Там Марс 2 звезды, но, извините меня, довольно-таки неплохо дамажит. Хотя, тут у него орк-охотник, если что, кабанчиков может насумонить. Хотя не сможет. Не. Слишком плотный билд, во-первых, сейчас у его противника, поэтому тут не затащит. Кстати, я там спрашивал вашего мнения, ребят. Что мне добавить в рубрику «Комментирую игру» моего подписчика? То есть, может какой-то аспект больше разбирать, может какую-то информацию больше давать, поэтому в комменты пишем. В комменты пишем, что конкретно добавить. Да, это еще один байт, ты догадался. Это еще один байт на комментарии. Давай, пиши свой комментарий. Быстренько. И лайк ставь. Вот. А теперь купил вингу. Понял, принял. Сначала не такая, знаете, у меня была неопределенность в голове. Думаю, такой, купить вингу, не купить вингу. Купить вингу, не купить. И решил купить все-таки. На сдачу вместо хлеба взял. Там, кстати, чел 2 цвета поставил и 2 панды пивные. Вот это омега билд. Вот это вот я понимаю. Вот это вот будет развал кабины сейчас. Найс. Лагуна под... Сколько, по троим? Чи по двоим? По двоим, по-моему. По двоим, да. У него всего лишь 4-й уровень, я говорю, по троим.
Двух снесли. Я говорю, лагуна по троим. А, кстати, не, он вынес, походу, его. Да, он его вынес. Я уверен, что он его вынес. Даже гадалки не ходи. Из-за того, что сейчас там Тинкер наспамит своих ракет. Норма, ну... Я не сомневался. Еще самый прикол в том, что Тинкер сейчас закастовал 3 ракетки в Гримтаче. Вдумайтесь. Тинкер сделал как надо. Звучит как сказка, согласитесь? Кстати, я... О, неплохо, неплохо. Давай, давай, апгрейдимся. Давай, прокачиваем скиллуху. Что я хотел сказать между головой? Вот что я хотел сказать. Мог только что в предыдущем раунде продать половину своих фигур, чтобы выйти как бы в 10 монет. И, соответственно, чтобы у него был инкам. Но решил этого не делать. Почему не решил этого не делать? Не знаю. Сейчас он вот Гримтача, допустим, продал. Ой, Гримтача, Гритера. Посмотрел на Гримтача и вместо того, чтобы сказать Гритера, сказал Гримтач. У кого такое еще бывает, а? Когда вы смотрите на конкретную фигуру, хотите сказать одно, но из-за того, что вы посмотрели на эту фигуру, вы сказали другое. У меня довольно-таки так, ну, частенько бывает. Бакс Банни. Прикольно, кстати, ник у Бакс Банни. Нормально его так пивная панда сейчас задушила вместе с цветами. Но на самом деле ты больше цветов задушили вместо пивных панд. Цветы не имба. Нет. Не, на самом деле, когда вот так вот 2 цветки со старта приходят, боже, как они душат. Они могут очень жестко душить. Особенно, когда у тебя, допустим, есть еще 2 резака сверху. Баф людей. Не, ну да, тут баф людей можно поставить, в принципе, прикольно будет. Уровень взял, а зачем? Уборка охотника продать. Если что, это у меня руки хрустнули. Поломал. Поломался. Угу. О, вингу купил. А это думал, купит, не купит. Купит, не купит. Купит или не купит? Вот в чем вопрос. Тут он его вынесет. Че тут, я так понимаю, на инкаме фуловом сидит, потом, поэтому он так проигрывает по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуточку. Но там еще есть доктор КР, который тоже на лустрике. Судя по всему, будет играть. Так, Локер пришел, отлично. Усиление есть. Chaos Knight есть. Chaos Knight, ребята, поправлюсь. Chaos Knight. А то мне говорили о том, что не Chaos Knight, а Chaos Knight. Ну, Chaos так Chaos. На самом деле, а ну-ка, пишем в коммент. Еще один байт на коммент. Ребят, ну я сегодня прям, ну, гуру байтер комментариев. Поэтому, ребят, как вы думаете, как лучше звучит? Chaos Knight или Chaos Knight? О, там цвета, посмотрите, какая, что творит молодой. Он будет еще играть, скорее всего, через инсектоидов. Но я более чем уверен, что, скорее всего, так оно и будет. Если у кого-то есть сомнения, пишем в комменты. Пишем. Ну, вы уже поняли, да? Повторяться не буду. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Давай, Тинкерос, я в тебя верю. Я в тебя верю, как никогда в жизни не верил. Давай. Молодец. Ракетки распределил по троим. Хорошо. В этот раз ты сделал красиво. Как я это прокомментирую? Халявные роллы. Будет из инкама выходить, чтобы поставить халявные роллы, интересно. Расстановка максимально сейчас отвратная, если что. Я бы так на таких мобах не делал на твоем месте. Поправляют вроде. Расстановка должна быть немножко по-другому. То есть, ну ладно. В принципе, если выиграешь мобов, то можно и ничего не говорить. Просто сейчас есть такой момент, что сейчас Лина и Тинкер могут прыгнуть. Вот. И мог бы такой момент произойти, чтобы они прыгнули не совсем как надо. То есть они могли прыгнуть настолько, что вот эти вот големы начали бы их бить. Но в твоем случае все прекрасно, все замечательно. Уровень не брал. Почему, не знаю, но в принципе ладно. Не такая уж критическая тема. Брать, не брать. Не взял уровень, не взял. Мастерская Бума, Жезл Кира, сумка Пандамена. А что по реликвию? Еще там есть. Покажешь? Это у меня такая, знаете, не
Как там это говорится? Фотогеничная или фотогеничная? А ну-ка, поправьте меня, если что. Какая там память? Фотогеничная. Кстати, Бакс Банни скилловичок. Антимага нашел, если что. Там 2% на фиолетовую фигуру. Он антимага такой. Сядь сюда. И сейчас этот антимаг сделает ему игру. Проверяйте. Чпуньк. Ну, 1400 урона у этого антимага. Ладно. Ну да. Скилловик, скилловичок. Но меня больше опасает вот тот паренек, который сейчас играет через инсектоидов, у которого уже есть баф первого уровня инсектоидов. И это жестко. Это неприятно. Тут, в принципе, либо... Ну, надо посмотреть... А, ну, взял мастерскую буму. Мастерская бума — это классная тема. Можно предметы второго тира поискать, а можно вообще предмет третьего тира найти. Но я вот тысячный раз говорил и тысячный раз повторюсь. Мы никогда не ролим медальон первого тира, особенно в начале. Не надо его ролить, ребята. Вас могут наказать. Могут и наказать сейчас в этой игре. Но я миллиардный раз еще раз повторю. Запомните, мы никогда не ролим медальон первого тира, особенно на старте. Можно в лейт-гейме, но только в том случае, если вы уверены, что против вас не будут жрецы. И почему я так говорю? Потому что вот здесь есть бог-орк, которому не составит труда пересобраться в бога-жреца. Вообще не составит труда. А вы такие расслабите свои булочки, выкатите как бы свой билд. Вы думаете такие, все, я непобедим. Вот так вот футболку на груди разорвал, волосы на груди повырывал. И говоришь, я непобедимый, просто по груди. И погнал. А чё такой? Подожди. Вот тебе жрецов на лицо. И ты такой, о, skill detected. Это жестко, ребята. Вот как? Стоит ли, ну, мне стоит хоть что-то комментировать. Кстати, сейчас Тинкер ракетки запустит змеек, проверяйте. Think about. Еще в змеек. Нет, чтоб закинуть свои змейки в спамера. Кстати, доктор Кэр, вот этот, у которого, если что, тролль, 5 выпал. Он уже побеждать начал. Ну, скилл нормальный. Скилл хорош. Вингу оставил. Окей, ну будет играть через демонов, хорошо. Хорошо. Хочешь распродаться, чтобы выйти 50 монет? Или как? Да, если так посмотреть сейчас на его стол, он более-менее адекватный. У него 67 хп. 6 уровень, все такое. Тут нежить. Но из-за того, что там есть тролль пятерка, шансы на победу у него как бы не особо-то велики. Но пока что рано его хоронить, еще только старт игры. Но уже как бы... Я думаю, что из фаворитов будет чел, который нашел тролля пятерочку, который сейчас себе просто набьет винстрик, который набьет себе уровень. Там, дай бог, ему придет там, не знаю, если тут Мамора есть. Я просто не следил, какие тут реликвии, и он пока что их не показывал. Если здесь есть Мамора, то тупо он на 10-м раунде находит Мамору, на 20-м, и закидывает этого тролля. Потом выкатывает его к 25, ну, за пару раундов. Дай бог, чтобы ему не повезло выкатить его на 21-м, на 22-м раунде в 2 звезды. Но даже если так, это все равно жестко. Просто можно заабузить на 20-м раунде Мамору, он получит себе 2 единицы на море. И, соответственно, вот тебе на 21-м раунде тролль 2 звезды. Круто? Да, очень, очень круто. Это на самом деле один из самых сильных легендарных фигур, которые могут прийти на старте. И вот, кстати, я бы такую расстановку не делал, но в принципе пойдет. Потому что вот все сейчас его дальнобойные фигуры остались как бы с голой 5-й точкой. И сейчас вот Тинкер, который намаживает ничего себе, сейчас сдохнет.
Но он, скорее всего, затащит этот раунд, потому что баф гоблинов упал на резачка. Упал бы на Тинкера, он бы быстрее затащил, но все же, 2600 урона, ладно, окей. В принципе, как говорится, хозяин-барин делает как хочет, но я бы делал так, чтобы я прикрывал пятую точку своих дальнобойных фигур. Поэтому, ребят, прикрывайте пятую точку дальнобойным фигурам. Это, конечно, не даст гарантии, что вы как бы 100% там заеведите, допустим. Точнее, 100% вы сделаете так, что они не прыгнут, вот эти вот ваши милишные фигуры, через этих дальнобойных фигур и все такое. Вот. Это не даст гарантию, но все же. Интересная у меня расстановка. ТБ, кстати, не покупает еще одного, это правильно. Если он будет играть через, через демонов, не через ТБшку, кстати, медальон ему упал, фартануло. Фартануло, и если медальон не скипнет, то будет замечательно. Короче, подождите, из головы вылетел, что хотел сказать. А, за ТБшку говорил. Прикиньте, боже. Думал о ТБшке. Ой, ладно. ТБшку не покупал. Это отлично, это шикарно, это замечательно. Потому что ТБшки больше, чем в одну звезду не надо. Он очень может нагадить. Причем так, ну, в душу конкретно можно садить. Кстати, баф магов может поставить чуть-чуть. Просто поставит этого. Дракончика верну. И может поставить баф магов. Ну, доктор Кэр, вот этот, он получает сейчас себе все винстрики, которые есть на столе. Потому что у него тролль пятерка. Скилл. Ты бэшку поставишь? Ты можешь виверну поставить, у тебя был бы баф магов. Ну, либо же вингу, который тоже свапать будет. Расстановка, конечно, интересная. Ладно. За ТБшку я говорил. О, еще один скилловичок. Уже Манки Кинга нашел на 6 уровне. Ребят, Манки Кинга на 6 уровне. Может, ты уже троллят, ну, вот от 5-звездочного 2 раза достанешь с панды и все, и конечное на инсектоидах. Ну вот, чтоб не париться, скажем так. Ладно. Почему нельзя ТБшку брать в 2 звезды, если вы не собираетесь играть через него? Потому что он может свапнуть вашего мейн-керри, перевоплотить его, и у вас будет мейн-керри без предметов. Оно вам надо. А еще есть такая тема, что однозвездочный ТБ тоже может нагадить. Он может вашего фулового керри взять, свапнуть по хпшке. И у вас фуловый керри будет с голой пятой точкой. Почкой, хотел сказать. Почкой. Манки Кинг. Вот. Теперь давай, берем буф, ставим. Угу. Не хочет. На мужика. Отлично. Мы такое поддерживаем. Келф на это возьмешь? Возьмешь. Хорошо. Только что ты ролиться начал? А, ты халявный ролл поюзал, точно. Я что-то такой думал, момент, а чё он ролится-то? Лучше ж на 8 тогда уже пытаться ролиться. Ой, ой, хороший станчик от Кунки. А дамажить просто некому в этот станчик. Но станчик хорош. Тупо лайк. Ему нужен антимаг. Придет антимаг, он ему сделает игру. Ну, хотя бы более-менее приятный старт. Зачем ролишься? Если ты собрался играть через демонов, тебе нужен минимум 8 уровень. Нет смысла сейчас ролиться. Вообще нет смысла. Ну ладно. Эх, очень интересно, наверное, играть от этому доктор Кэра, который нашел себе тролля. Напишите в комментариях, как вы думаете, какие еще фигуры легендарные, довольно-таки мощные? Вот особенно на старте. Ваш фаворит. Свой фаворит я уже миллион раз озвучивал. Напишите свой фаворит. Нормально. Ну, все лишь. Если ты бэшку не покупаешь, убери его из билда. Либо возьми 8 уровень. СФчик, отлично. Берем. СФчика берем. Угу.
На следующем, ну, тебе надо было 8 уровень брать и на 8 ролиться. У тебя там хотя бы был бы 1% шанса, вот это вот призрачная надежда на то, что тебе выпадет легендарная фигура. У тебя, кстати, сейчас, если что, Винга свапнет Урсу, и она будет сзади тебя. Так, лучше не делать. Чпуньк. Потому что вот эта вот Урса, если окажется со спины, она просто снесет всех твоих дальнобойных фигур. А Тинкер, извините, на минуточку. Тинкер, если что, ну, ничего себе дамажит. Че вот мобов откис? Ничего бывает. Свиньи, коса. Уровень. Уровень. О! О! Это то, что нам надо. Теперь берем уровень. И все предметы сейчас перекидываем кого? Правильно, в антимага. Все, ставь демонов. Да забудь ты за этих уже людей. Люди на блюде. И севчик обязательно давай. И предметов антимага. Но антимага, кстати, нужно немножко защитить все-таки, как по мне. Антимага нужно немножечко защитить в плане того, что нужно возле него кого-то поставить, стеночку какую-то поставить, гримтач немножко по-другому сделать. СФ в середину, если что, нужно поставить. Он не должен далеко стоять. Ну, расстановка максимально сейчас ужасная, если что. Предметы сейчас перекидывай. Ну, СФ у тебя в углу стоит, СФ у тебя не будет нормально сейчас дамажить. Зачем он в углу стоит-то? Ну и кого сейчас СФ будет задувать? Во, найс. Найс прокастил СФ. Кстати, тут чел тоже играет на демонах. Прикол. Не ставьте СФ в угол. СФ должен кастовать. СФ надо в середину ставить. Кстати, там Кунка ему 2 звезды пришел. Ну, в принципе, ладно. Можно было его и поставить, потому что все равно ему некого сейчас ставить. О, через яйцо апнул. Ну, поставь его в середину хотя бы. Так, не успел немножко забудить кабанчиков, но ничего страшного. Не нравится, как мне стоит у тебя антимаг. Мне не нравится, как он у тебя вообще... Он у тебя не защищен. И мне вообще не нравится, как у тебя СФ стоит. Не продавай, продай свинку. Хотя, может, Думу поставить. Думу важнее. Но Думу почему-то не берешь, у тебя ж баф демонов. 400 урона от Свенчика. Перекинешь предметы в Свенчика? Ну, ребят, умоляю, не ставьте так СФ. Но он весь свой потенциал просто кастует в труху. Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете, то что он весь свой потенциал кастует в труху. И почему я говорю, что Думчика надо было брать, по той лишь причине, что, смотрите, у Свена скилл как работает? За каждого демона есть надбавка к урону каждому демону от его бафа. То есть к себе, соответственно, больше надбавка, и за каждого демона, который есть на столе, тоже плюс к этой способности идет. То есть способность увеличивается от количества, увеличивает дамаг с руки от количества демонов на столе. То есть там можете почитать, сколько оно увеличивает за каждого демона. Это сильно. Очень сильно. Поэтому, ну, ребят. И ИСФ, ну, тут опять... Ладно, короче. Кстати, ИСФ сейчас более-менее нормально стоит. Что-то я говорил и заговорился. Ну, ладно. Пока что ИСФ нормально стоит. Там самое опасное для него это пока что сейчас инсектоид. Инсектоид может так наспамить, что он не выдержит этого. Я уже молчу про тролюху, который вот 9 винстрик имеет, 10 уровень взял. Сначала был в аутсайде полностью, а теперь он взял и как бы переобулся немножечко. Такая жизнь. Сейчас он еще тролля в 2 звезды там найдет. Будет кайфовать, чилить. Но ему надо Свену драконий рог. Будет драконий рог у Свена, будет замечательно. Сейчас СФ более-менее хорошо стоит, но его все-таки лучше посередине ставить. И желательно вообще на первую линию, чтобы его... Вот эти вот... Его каст способности сработал чуть ли не моментально. Ой-ой-ой, надо убить! Жить! Да!
С драконьим рогом будет полегче играть. Но все-таки севчика надо чуть в середину ставить. Желательно вообще его на первую линию поставить, потому что ему нужно прокаститься. Надо смотреть, когда его поставить на первую линию, когда не поставить на первую линию. И надо смотреть за вингой. Как винга сейчас будет как бы свапать. Сейчас винга, если что, свапнет правого урсу ко всей толпе. И нужно это немножко грамотно все поставить, грамотно все сделать, чтобы они сразу на эту урсу накинулись и просто похавали его. Кстати, СФ в середину поставил, хорош. Чисто миндальная связь работает. Миндальная связь. 10 винстрик. Как же ты будешь бороться с этим троллем? Не, ну судя по тому, как тебе Свен пришел, то бороться ты будешь как бы легко относительно. Как бы броня плюс 10 тоже ок. Но надо, наверное, искать драконий рог. Хотя, на самом деле, есть мифриловые доспехи, тоже прикольная тема, чтобы там заэвейдить какой-то хекс и всякое такое. А чё ты Chaos Knight не купил? Дума ставь. Зачем тебе яйцо в 2 звезды? Опять ты медальон. А кираса зачем? Ну ладно, в принципе, там есть как бы физдамаг от тролля. Ну, хорошо, хоть дума поставил. Яйцо непонятно каким образом, зачем ты его апнул, только что в 2 звезды вообще непонятно. У тебя Свен в 1 звезду стоит, а если бы тебе сейчас Свен пришел еще один? Что бы ты делал с этим звездочным яйцом? Смотрел бы, любовался на него? Зачем? Не делайте так. Кираса неплохой предмет на самом деле. Типа я вот сейчас задумался, там же тролль. Он бьет физическим уроном. И вот эта вот кираса ему может очень даже хорошо помочь. Надо будет посмотреть, что просто тролль будет это творить, какие у него там будут предметы и тому подобное. Chaos Knight. Апгрейд есть. Можешь, кстати, убрать этот апгрейд из расширенного пула. А что там у тролля? Покажешь? Мало чекайте противников, ребят. Мало чекайте противников. Надо чаще чекать противников. Особенно какая у него расстановка, какие предметы. Постоянно мониторьте. Мониторьте, что происходит у вражеского противника. Не только какие у него синергии, а и что конкретно у него по предметам надо смотреть. Не всегда, но иногда. Тут ты, ну, вот этого чела рвешь. Но если бы если что, у него дизраптор был бы в 2 звезды, плюс с этим посохом я гоним. Ой, ёп. Тролль в 2 звезды там. Да убери ТТБ этого из расширенного пула уже. Он же тебе мешает. Вот СФчика я бы брал. Почему СФчика не брал? СФчик 3 звезды довольно-таки много дает импакта. Дум, кстати, тоже дает много импакта. Допустим, если Дум правильно закастует в тролля, то будет там поплава лютая. Да, этот тролль будет сейчас много дамажить. Много... Он много будет дамажить. Он будет много дамажить из-за того, что есть Свен. Свен закастует сейчас свой баф. Ну, свою способность. И он всех бафнет по урону. Да, это сильно. Но Кираса все-таки, ну, неплохое решение. Ситуативное, я бы сказал. И, кстати, он сейчас сдохнуть может.
Вот тебе и тролль. Ну, кстати, отличное тоже решение, талисман надо брать. Напомню, если что, то Свен бафается от способности. За каждого демона. Я задумался просто на секундочку, типа, как там, какие там цифры в этой способности. Я, короче, все. Волшебное зеркало. Ну, тоже неплохо. Волшебное зеркало хороша, если он и хотел... А вот и Свен! А яйцо у тебя двухзвездочное. Спрашивается... О! Вот это вот скилл. Вот это вот я понимаю скиллуху. Ну, типа... Хочу еще раз напомнить. Свен своей способностью за каждого активного демона на столе бафает больше дамага. Там есть какая-то процентажная надбавка. Есть баф от синергии 4 ведьмаков, а есть баф его способности конкретно. За каждого демона. Там увеличивает дамаг. Ну ладно. Смотрим дальше. Есть подозрение, что он может здесь не камбэкнуть. Кирас это неплохое решение против этого тролля. Он намного плотнее у него стал, все такое. Вот зачем ему тролль пока что. То, что он, конечно, ну, богу-орку так немножечко проиграл, это неприятно. И драконий рог ему нужен. Без драконьего рога дамага как кот наплакал. Но тоже, ему и БКБ желательно надо. О, таинственный фруксюй. Яичку. Окей. А в кого мы будем? В антимага. В принципе, окей. Ману плюс 50 можно закинуть, если что, в Свенчика. Угу. Бусс это, ну, тоже неплохое решение, на самом деле. Подхилит немножечко. О, троллюха. Все, отлично, давай яичко. Интересно, когда заюзается вот это двузвездочное яйцо? Ну, тогда, если, кстати, соберет 2 звезды, может помочь. Потому что контроль может зарешать очень жестко в этой игре. А яйцо не упало. А, не, яйцо упало, все. Давай троллюху апай. Молодец. Только не Кириллу. Да, он будет сильным, но не настолько сильным, как Свен. Свен ваншотает. Хоть и на тролляха тоже бафнет, но все же. И, кстати, надо было Вингу... Ой, нет, только не сдохни. Только не сдохни, нет! Вингой не работаешь от слова совсем. Поработай Вингой. Сделай так, чтобы Винга свапнула тролля 5. Просто поставь его зеркально этому троллю, и все, он свапнет этого тролля. И расширенный пул ты вообще не убираешь. Расширенный пул надо убирать. Тайд в 2 звезды может ей помочь. Кстати, яйцо двухзвездочное у тебя очень импактово стоит сейчас. Ну ладно, ситуативное решение. Окей, демонов ты убираешь, чтобы дамага себе уменьшить. Пусть будет. Вингу никак не... Ну, Вингой не работаешь. Надо Вингой поработать. Вингу поставь на зеркально троллю, и все, и ты порвешь его. Ну, не точно, что порвешь, но хотя бы если ты поставишь там Свенчика, то можешь вот так вот ваншотнуть, как только что Свен делал. Ой, хорошо! Отлично. Давай, теперь так же самое в том же духе. Давай, Тайда в 2 звезды. Давай, Тайдуха, не подкачай, приди уже. Нет, тролль не надо. Ну, зачем он тебе нужен? ТБ опять вонючий этот. О, отлично. Ой, а как же ему хорошо на последних порах пришел этот. Нет, Зачем?
Ну, какая логика в том, что ты сейчас сделал? Зачем тебе этот орк-шаман? Ты тролля в 2 звезды променял на орка-шамана, который максимально бесполезен для тебя, поставив... Больно в душе, понимаете? Больно в душе такого. Кунг-фу ставит. Противник. Лучше бы он этот ману плюс 50 отдал бы Тайду. Ему сейчас Тайд делает игру, если что. Чисто контроль. Контролем работает. Нет, не туда. Нет, нет. Ну, так пойдет. Но все равно он мог, в принципе, на середине оставить. Просто Тайд ему делает игру тупо. Тайд one love. Тайд must have. Сейчас БКБ находит, если что, в Свенчика и все. Чел, который такой-то... Да боже, я тролля нашел через панду. Почему не получается? Что не так? Почему? Что? Что происходит? Горн поставь, и он будет на демонах стоять, смотреть. Просто троллей и фулгорн, кстати, можешь поставить спокойно. Просто троллей и фулгорн. И все. Свенчик будет пока бить этот горн. Он на троллюхе своим поработает. Но не факт, конечно, но в принципе есть. Тайд сейчас делает всю игру. Сейчас все завязано на Тайде. Драконий рог. Отлично. Боже, прекрасный предмет. Он может его тупо в Тайда закинуть и Тайдом выиграть игру. Ой-ой-ой. И МКБ. Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Да какой рог? Зачем? Какая логика того, что ты его закинешь в этого орка-шамана? Яйцо, кстати, импакта я по итогу продал. Зачем? Почему? Зачем тут морские? Победители не судят, но... Очень много мувов, которые я тупо не понял. Зачем морские? Зачем в орка шамана закинулся драконий рог, когда можно было закинуть тупо в Тайда и вообще не париться за этот счет? Ну, на этот счет вообще. Тебе Тайд делал только что игру. Зачем морские? Я пытаюсь сейчас как бы осознать, зачем, почему. Я не понял. Я надеюсь, ты в комментариях меня поправишь и расскажешь, почему именно конкретно ты такой мув сделал. Ну, это, конечно, скилловичок. Топ-2 занял сразу. Оправданно. Оправданно топ-2 занял. 100%. Ну, он должен был, если что, откиснуть в топ-4 или в топ-5, этот молодой человек, если бы ему тролль пятерка не пришел так рано. С троллем пятерка он просто посрывал винстрики со всех и вышел в топ-2. И то немножко не доиграл, мог немножко лучше сделать, и было бы комфортнее. Эх. Да, это жестко. Но мне добавить нечего. Я как бы свое мнение в течение игры высказал. Что улучшить и тому подобное тоже сказал. Поэтому, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, ребят. А также не забудьте ставить свой лайк. И также, кто не подписан на YouTube, то подпишитесь. А также у меня есть телеграм-канал. В описании есть под видео, в комментариях под видео закреплен. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.